Здравствуйте, мальчики и девочки, я приветствую вас на нашем канале. Давайте поговорим сегодня немножко о Завидово, об этом прекрасном, хорошем месте, которое называется Завидово. В Завидово у нас хорошо, прикольно, классно, интересно, можно провести хороший отдых самому или с семьей. Вот. Давайте сегодня поговорим на такую тему, как, допустим, с Завидова нам добраться куда-нибудь в другое место. Ну, давайте возьмем сегодня, допустим, Тверь и Москву. Вот. На самом деле с Завидова очень просто добраться до Твери или до Москвы. Вот, если вы, допустим, живете в деревне Макшино, у вас квартира в деревне Макшино, то это проще простого. Но, честно говоря, есть кое-какие нюансы. Они небольшие, конечно, но они всегда присутствуют. Вот. И, допустим, человек, который только приехал в Завидово, в Макшино, ему, конечно, очень сложно сориентироваться, что да как, потому что место незнакомое, и что здесь, как здесь работает все, это неизвестно. Вот. А на самом деле, вы знаете, очень просто. Вот. У нас, значит, в Макшино и ходит автобус. Вот, автобус, но вы знаете, автобус это не самый лучший вариант добраться до станции. До станции, это имеется в виду до железнодорожной станции, но местные ее называют просто станция, потому что в округе она единственная. Вот. В Макшино, с Макшино до станции, станция находится в Новозавидовске, добраться можно двумя вариантами. Первый вариант, значит, у нас чуть-чуть подороже, второй вариант чуть подешевле. Но первый вариант, который подороже, он быстрее. Вот, а второй вариант, который подешевле, он медленнее. Вот, давайте остановимся на первом варианте. Первый вариант это очень просто. Просто вы вызываете к своему дому такси. Да, в Макшино есть свое такси. Но вы знаете, оно, конечно, такое немножко сельское такси, но оно присутствует. И оно работает более или менее терпимо. Вот. Стоимость, допустим, с Макшино до Новозавидовска, до станции, стоит 150-200 рублей. То есть эта поездка занимает где-то минут 6-7. Вот, но это по-быстрому. То есть есть такие ситуации, когда, допустим, вы хотите куда-то поехать, ну, допустим, в ту же Тверь, да, и вы уже опаздываете на электричку или на ласточку, и вам нужно вот вообще срочняк поехать, успеть поехать на этой электричке в Тверь, у вас там парикмахерская, у вас там зубы, еще что-нибудь, или вы просто хотите первым попасть в Макдональдс, то, конечно, ну, вот этот вариант, он, конечно, самый лучший. Вот, то есть вызвал такси, такси подъехало, ты сел, тебя довезли до станции, до Новозавидовска, и там ты по бырику взял билеты на станции и поехал в Тверь. Вот. Но вы знаете, есть, конечно, нюансы. И даже вот здесь вот есть такие небольшие нюансы. Вы знаете, когда я первый раз столкнулся с этим всем, конечно, было и смешно, и грустно. Ну вот. Ну, мы, короче, узнали номер телефона, вот, такси. Там не такое такси, знаете, как там Яндекс или еще какие-то фирмы такси, как там в Москва-Сити или еще где-нибудь. Нет, там просто, я так понимаю, мужики, которые живут в этом селе, в Макшино, решили организовать такси. Вот. И, значит, у них на линии 5-6 машин и один номер телефона. Ну, то есть один номер телефона и один телефон. Вот, допустим, они там стоят в очереди, то есть у них там очередь. Вот. Первый человек, который на очереди на прием, скажем так, пассажиров, у него телефон. Значит, пассажир звонит ему, он берет заявку, едет туда, вот, чтобы забрать вас. Но телефон он передает следующему. То есть передал следующему, кто первый в очереди, ну и так, потом следующему. Короче, интересно сделали они.
Вот так что вот так вот. Ну еще, ну вот это вот такой вот нюанс. И еще такой нюанс есть, то что вот ихний номер телефона и ихний телефон очень-очень не очень, скажем так. То есть там какой-то у них телефон самый дешевый, и он так плохо ловит связь, это вообще отвратительно. И он, короче, старый, и иногда бывает даже ты звонишь, и, допустим, таксист тебя не слышит, и я его не слышу. Что-то, знаете, слышно там где-то в отголоске, но так, короче, плохо слышно. А иногда нормально. Ну и черт его знает. Может быть, это все зависит от связи, которая там находится. Вот, так что вот так вот. Такие вот мелкие нюансы. Но вы знаете, честно говоря, я не буду поливать грязью вот этих мужиков, которые, скажем так, занимаются этим такси. А вообще они молодцы, конечно. Вот, то, что организовали это такси, и то, что можно вызвать это такси, да, есть какие-то вот нюансы. Но вы знаете, как фирма, допустим, я думаю, если они будут заниматься этим вопросом, они, конечно, усовершенствуют свой сервис, и будет очень классно. Вот, так что вот так вот на такси. Ну, такси, вот я, допустим, вызывал когда такси, даже у нас была такая ситуация, нам срочно надо было в Тверь поехать, да, и я такси вызвал, даже когда плохо было слышно, меня все-таки услышали, я доехал, и все нормально, то есть успел на электричку, на ласточку, и прямиком поехал в Тверь. Вот, так что вот так вот. Таксисты сами по себе, мужики тоже нормальные, то есть мужики, конечно, молчаливые такие, вот, но мы же все разные, правильно? А есть мужики такие говоруны, что это ужас. Ты мало того, что и прокатишься за свои деньги, так еще много чего интересного и послушаешь. Так что вот так вот. По поводу машин, вот, которые вот у них на линии, да, машины тоже разные. Есть, конечно, очень хорошие машины у них, ну там не супер-пупер навороченные, вот, а есть машины, конечно, такие довольно-таки старенькие. Но несмотря на это, вам же надо вовремя на электричку попасть, правильно? Вот, главное доехать и все, побыстрее и все в таком духе. Вот, так что вот так вот. Вот такой вот у нас быстрый вариант, то есть с Завидово добраться до Новозавидовска на станцию. Вот. Есть еще другой вариант. Есть вариант такой, что можно доехать туда на автобусе. Вот. Доехать на автобусе, но на автобусе тут тоже есть свои нюансы. Во-первых, надо знать, где находятся остановки. Вот, допустим, когда мы приехали первый раз, мы даже не знали, что есть автобус, и даже не знали, что где-то тут остановки есть. Вот. Но потом, со временем, мы стали приглядываться, да, там есть действительно остановки, и там автобус рейсовый, который ездит, он останавливается. Вот, останавливается в определенное время, там собираются люди и едут в направлении Новозавидовска. Или они, там же вот когда едешь в Новозавидовск, там же кроме самого Новозавидовска, там куча еще деревень сопутствующих есть. Или они едут туда, в эти деревни. Вот там интересно, по дороге, по трассе до Новозавидовска есть такое село, деревня, вот, она называется Мирный. Такое название прикольное, вот. Деревня небольшая, она там, вы знаете, там буквально там 15, 10-15 хат, и все. Вот. И один магазин на всю деревню. Вот. Так что вот так вот. Но он такой, когда едешь в сторону Новозавидовска, он, конечно, так вот смотришь на него, он такой, знаете, такой в лесочке находится. Ну, прикольно, прикольно. Вот. Но в этом Мирном обычные дома такие вот там, ну, я думаю, там люди пожилого возраста живут. Ну, а может быть и кто и помоложе живет. Вот. Но есть, я вот парочку домов видел таких довольно-таки серьезных. То есть они там двухэтажные, из красного кирпича. Ну, вот так вот. Вот, все это довольно-таки интересно наблюдать и смотреть. Что по поводу автобуса? По поводу автобуса, то что, блин, автобус, конечно, ездит по расписанию. Вы знаете, автобус этот ездит где-то в час, может быть раз или два. Вот, и, конечно, надо знать расписание. Вот. Вот это вот, конечно, плохо там организовано, то, что вот это вот автобус вот этот вот ездит,
Вот, конечно, хотелось бы, чтобы автобус ездил почаще. Вот. Но мы как-то, вы знаете, разговаривали с таксистом, вот, и, ну, когда ехали тоже куда-то, я уже не помню, но наверняка в Новозавидовск ехали, вот, потому что Новозавидовск у них считается центр вселенной, вот, мы с таксистом ехали, разговаривали, и вот спрашивали про этот автобус, таксист сказал, что как бы нерентабельно. То есть нерентабельно пускать пару, ну там два-три автобуса по этому маршруту, потому что затрата на вот эти разъезды все получается больше, чем прибыль. Так что вот так вот. То есть как бы если он автобус этот ездит раз в час, да, то как бы все это окупается. То есть и они, естественно, в плюсе остаются. А если он чаще ездит, то, естественно, это все не окупается. А им же, они ж не будут все в убыток ну, работать ради того, чтобы кому-то угодить. Правильно? Правильно. Вот. Так что вот так вот. То есть два варианта у нас. Или на такси поехать за 150 рублей, или на автобусе за 30 рублей. Тут вы уже смотрите сами, как вам удобно. Но 100% вы выезжаете с Макшино, едете на станцию. Станция находится в Новозавидовске. Там, значит, все хорошо организовано, там станция, там здание, там внутри кассиры, то есть там внутри охрана, то есть там все цивильно, конечно. Вот эта железнодорожная станция, она, конечно, такая цивильная, ну, скажем так, для этого района. То есть там не грязно, там хорошо. То есть мне станция понравилась. РЖД молодцы. Они очень много станций, ну не очень много, а почти все станции, которые вот с домиками там и так далее, они все реставрировали, везде вот это вот эмблемы ихние, то есть люди в форме, не какие-то там бомжи, да, а люди в форме, женщины в форме, кассиры в форме, ну все серьезно. Везде на этих станциях стоят терминалы, ты можешь через терминал купить билеты или можешь у кассира взять. У кассира можно взять за наличку или по карточке, по телефону, как тебе удобно. Так что вот так вот по поводу станции. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии, а мы увидимся с вами в следующих сериях.